И я вновь вас приветствую. Это случилось. Это наконец-то произошло. В прокат вышел российский sci-fi фильм, который совершенно не больно смотреть. И да, с этой стороны он напоминает легендарного «Чужого». С этой фильм «Чернобыль». А по мне, так его вообще можно было назвать «Веном» по-русски. Но тем не менее, фильм получился вполне смотрибельный и даже без перемотки. Итак, команда, народ, собираемся здесь. Надо придумать прокатное название для нашего фильма. Да а чё фильм-то? Ну смотрите, там, космонавты на спутнике привозят с собой третьего спутника. А дело происходит в городе, правильно, Спутники в Казахстане. А как вы думаете, наш фильм получит награду «Спутник»? Слушайте, а можно побыстрее? Мне еще спутником надо успеть уколоться. Так, а ну давайте поспутникаем. Кажется, я придумал название. Это, конечно, крайне удивительно для смотрибельного фильма, но тут засветился фонд кино, который выделил на проект целых 90 миллионов рублей. В то же время есть мнение, что фильм потерял плюс-минус те же 90 миллионов рублей, а может быть даже и больше, из-за негативных ассоциаций с богомерзкой плашкой фонда кино. Да и в свете начавшейся пандемии премьеру фильма пришлось перенести в онлайн, а там пошло-поехало. От меня что требуется? Ну нахер. Да шпиёжек! В общем, фильм по итогу собрал какие-то ничтожные 25 миллионов рублей в прокате. В главных же ролях засветилась Кристен Стюарт российского кино, мисс «Это я так улыбаюсь, злюсь и страдаю», соблазнительница католических священников и шнуров Оксана Акиньшина. Ну и да, здесь она тоже в основном играет 2D-инсталляцию. Благо, роль холодного как лед прагматичного нейрофизиолога как раз подходит под ее обычную манеру игры. Так, смотри, ты женщина-ученый, в тебе борется женское эмоциональное начало и научный скептицизм. Ты прагматична, у тебя высокий уровень эмпатии и сострадания к окружающим, потому что твой персонаж вырос в детдоме. В то же время ты повидала много, поэтому ты хладнокровна и порой пытаешься подавлять и скрывать свои эмоции. Покажи мне внутреннюю борьбу с женщиной, ограниченную мужским научным рационализмом. Поехали. Татьяна Юрьевна, добрый день. Блять. Татьяна Климова. Прагматично, хладнокровно, безэмоционально. Федор же Бондарчук сыграл роль полковника КГБ Семирадова. А где второй космонавт? Погиб. Как? Героически. И поначалу даже неплохо сыграл, если бы не зияющие дыры в поведении персонажа и противоречия самому же себе на протяжении всего фильма. То он спокойный гибист, который не любит отдавать приказов и заботится о своих подчиненных, то... Умрешь правильно, из уважения к твоим стараниям. Ну вы поняли. Петр Федоров сыграл обычного такого советского космонавта-героя. Ну а по факту же вместо советского космонавта-героя мы имеем обычного пацанчика-работягу с завода с Подмосковья. Значит, я тварь. А ты?
вы там все сидели, грели в своих кабинетах, я готовился к этому полету. Я совершил подвиг. Прямолинейный, эгоистичный, да еще и оказался кобель знатный. В общем, до героя-космонавта вышло так же далеко, как нам до открытого космоса. Итак, на дворе 1983 год, и на Землю под песни Аллы Пугачевой возвращается экипаж советского космического корабля «Орбита-4». Миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна. Но вот незадача, улетело-то в космос 2 тела, а прилетело как бы 3. При условии, что изначально оба тела, как бы одного пола. Правда, одно тело вернулось совсем без головы, а второе буквально живет внутри первого. Ничего не понятно, да? Сейчас все будет. Так вот, при посадке в посадочный модуль проникла странная неземная сущность, которая шустро схомячила голову одного тела и близко породнилась с внутренностями другого тела. Некий такой себе симбиот. Правда, по ночам это создание выходит из тела носителя, как прям черепашка. Утром у меня вышла черепаха. И шарахается то тут, то сям, попутно кушая головы ничего не подозревающего медперсонала. Татьяну, как опытного и беспринципного нейрофизиолога, нанимают, опять же, как нанимают, Советский Союз же, партия сказала, значит надо. Привлекают к наблюдению за выжившим членом экипажа, а по совместительству носителем симбиота с целью их дальнейшего разделения. И тут, как обычно, завертелось. Полковник оказался не таким уже заботливым, космонавт не таким уж и героем, а Кишина не такой уже актрисой. Татьяна Юрьевна, добрый день. И только симбиот остался верен себе до конца и все так же продолжал под страшную музыку красиво, по-голливудски кушать беспечных человеков. Фильм прекрасно держит серую, гнетущую атмосферу постоянного напряжения. Этим он чем-то роднится с мини-сериалом «Чернобыль». И тут практически нет светлых сцен. Все сцены фильма сняты или в темное время суток, или в закрытых темных помещениях советского военного объекта. В общем, вы поняли, готовьтесь к всепоглощающей темноте на протяжении всего фильма. С характерами персонажей немного перемудрили. В смысле, некоторые из них уж очень резво переобуваются с хорошеньких в плохих и обратно буквально на лету. Мне кажется, что все-таки реальные люди со своими принципами и убеждениями, да еще и в таких чинах, будут пытаться держать свою линию до конца. С другой стороны, конечно, может быть, что все персонажи просто, лицемерные сволочи, кроме, конечно, Акиньшиной. Та листочек. Чистый листочек бумаги. Ясно, спасибо. С другой же стороны, это может быть основным посылом фильма о человеческом лицемерии и двуличии, которое с собой затмевает даже инопланетного монстра. И действительно, где-то к концу фильма фокус медленно, но верно перемещается с поведения биологии инопланетного существа на конфликты и поведение героев людей. И монстр уже не кажется таким уж и монстром на фоне поведения вот этих. Зато потом победителей не судят. Само существо получилось достаточно убедительным и, что самое важное, вполне оригинальным. С биологией, конечно, немного перемудрили, но то простительно. Да и вообще, как минимум, он не выглядит как неумело встроенная в реальный мир 3D-моделька, скачанная с бесплатного файлообменника. В общем и в целом, в первую очередь цепляет вполне нетривиальный сюжет. Да, безусловно, многие повороты предсказуемые, но не настолько, чтобы это уж сильно раздражало. За инопланетным существом интересно наблюдать, и по ощущениям его поведение было смоделировано с поведением ядовитых змей, что опять же придает некой новизны, а то как не монстр, так смоделирован на котиках. Нет, котики, они, конечно, полезные, но тут как бы уже передоз не схватить.
И ни в коем случае не верьте отзывам, которые обвиняют фильм в антисоветчине. Во-первых, фильм в первую очередь акцентируется на конфликте личности и не пытается свалить ответственность на некую систему. Полковник Семирадов не раз по ходу фильма признается, что все происходящее его личная инициатива, за которую в случае провала его, скорее всего, отдадут под трибунал. Я каждый день поддельные отчеты в Москву строчу. А мне уже давно трибунал плачет. Да, в фильме, безусловно, присутствует некая совковость в интерьере и в костюмах персонажа. Но время-то действия, Советский Союз и окружение должно быть соответствующим. Причем военную форму намеренно дизайнили с нуля, чтобы не плодить ненужных ассоциаций. Я так вообще это заметил только после того, как прочитал этот факт в описании фильма. И мне лично не очень зашла концовка. Складывается ощущение, что нас, как бы сказать, наебали. И все потуги героев фильма, все перипетии, моральные страдания не привели совершенно ни к чему. Впрочем, такая себе стандартная концовка для российского кино, после которой ты такой: и что, это все, что ли? Да, безусловно, если бы фильм вышел из-под пера какого-нибудь Ридли Скотта, то, скорее всего, он бы как минимум прошел незамеченным, а как максимум был бы признан как явная халтура на фоне тех же «Чужих». Но на фоне российского кинопродакшена «Спутник» получился добротным и совсем неплохим sci-fi триллером и как минимум заслуживает единичного просмотра. И как написал один из кинокритиков, фильм вполне достойный, и его хотя бы не больно смотреть. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!